Что думает о вас начальник? Что думает о вас загаданный человек? Что думает о вас мужчина, который не выходит из вашей головы? Как он видит вас, какие мысли, чувства, планы, действия и возможное развитие событий между вами в ближайшее время, друзья, сегодня потоковое чтение, общий расклад Таро на отношение к вам, начальника или человека, который имеет над вами власть или имеет значение, которое имеет власть над вашей личной жизнью или влияет на вашу личную жизнь. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию. И давайте начнем с того, что мы посмотрим, что происходит у вас с этим человеком сегодня, да? Сегодня, сейчас. Об этом нам расскажут карты из оракула. Это оракул Древнего Рима, да, вот так. Ну, давайте 5 карт, да, по 5 будем ложить. Итак, ну, действительно, здесь речь пойдет о серьезном мужчине, о красивом, красив как Юпитер, да. Ну, Юпитер это больше как божественное что-то. Действительно начальник, да. Действительно мудр, умен. Ну, и речь идет больше о мужчине, да, то есть не о женщине-начальнице, а о мужчине-начальнике. Поэтому, ну, больше вот так. Но, тем не менее, если у вас женщина-начальница, а вы вдруг мужчина, то она на вас смотрит и думает: хорош, как Юпитер. Ну, а почему бы нет? Почему вы, как мужчина, не можете быть Юпитером? Ну, действительно, мужчина здесь имеет власть не только данную ему обстоятельствами, но еще и данную ему его внешностью. То есть внешне этот мужчина божественен. Да? Ой, ну тут прямо, тут что-то не просто так. Здесь с одной стороны Бог, да, Юпитер, а с другой стороны жрец. То есть с одной стороны есть представитель человека, который общается с Богом, и сам Бог. Здесь есть еще кто-то третий, какой-то человек, скорее всего, мужчина, который имеет доступ к этому человеку. То есть, если гадает женщина, то у нее могут быть двое мужчин, и один начальник, а второй имеющий как бы или запасной вариант для женщины, или имеющий доступ к телу начальника, да, в смысле он ему служит. То есть, по сути, либо на работе или в отношениях есть два варианта, либо у вашего человека, особенно мужчины, есть какой-то друг. Жрец – это всегда друг. Или посредник между Богом и тем, кто к нему обращается. Дальше. Трирема, вам интересно вообще интересно само развитие этих отношений. Вам интересно, что будет дальше между вами и этим человеком, да, между начальником и вами, между мужчиной и вами. Вот. Эти отношения, имеют какой-то потенциал. Здесь возможно, если вы действительно на работу гадаете, частые поездки в вашей ситуации и какие-то контракты, приключения, прогнозы какие-то, да, вот перспективы, анализ, вот такое вот, то есть торговля какая-то есть здесь, возможно. И загадывайте, кстати, желание, пока трирема плывет. И, возможно, эти отношения сулят вам что-то новое, какую-то, может быть, прибыль, какую-то, может быть, выгоду, которую вы еще пока не видите, не знаете, подозреваете ее. И, может быть, какая-то есть перспектива, на которую стоит рассчитывать в этих отношениях. Велет здесь еще есть. Велет воин, который идет налегке.
чего-то вам не хватает здесь. Знаете, как у меня такое ощущение, что в этих отношениях есть чувство, что у вас не хватает сил, что вы не справитесь. Может быть, да, может быть, у начальника отношения такие к вам, что вы как бы не справляетесь. Но еще есть у меня такой поток, что вы занимаете какое-то положение сейчас пешки в игре. Или пешки в этой ситуации. Или, например, если дело на работе, да, то какая у вас ситуация? То вы там подчиненный нижнего ранга, да. А если вы в отношениях, то вы пока не имеете такого значения, которое бы вы хотели иметь для этого человека. Или он вас явно недооценивает. И к этому еще надо дойти. Еще нужно открыть много информации о себе, показать себя, зарекомендовать себя, да. Еще много чего нужно сделать, может быть, поездок совершить, командировок, то есть нужно прожить ситуацию. Соответственно, отношение к вам, загаданного мужчины, начальника или партнера, оно достаточно высокомерное здесь. И между вами большая дистанция. Мало того, что между вами на протяжении этой дистанции есть еще посредник, скорее всего, мужчина, который может как помогать вам в налаживании этих коммуникаций, так и наоборот отягощать эту коммуникацию. Но все-таки хочется верить, что счастье с этим человеком, взаимное партнерство и взаимное счастье в партнерстве у вас есть. То есть вы все равно надеетесь на то, что, например, на работе вы получите должность необходимую или достигнете своего, или этот человек станет для вас ближе, у вас дистанция самая главная карта, пока центральная, или вы вместе будете ближе, или отношения поменяются, или вас повысят, то есть вы надеетесь на перемены к лучшему, да, если это не на работе, а вообще в отношениях. Но смотрите, ключевыми моментами, что я здесь чувствую? Эго вашего мужчины, особенно здесь, за горизонт. Бывает. Между вами есть кто-то, посредник, который передает ему информацию о вас, или есть человек, который формирует мнение о вас. Между вами есть дистанция. Ваша недооцененность влияет на ситуацию, но, тем не менее, много чего еще можно и нужно прояснить, но вы к этому, возможно, стремитесь не только в личной жизни, да, в ситуации, в реальности, но и на этом раскладе. Да. Хорошо. Давайте посмотрим, кто он, этот мужчина, для вас. Кто он для вас на самом деле? Бог Юпитер или, может быть, нечто или некто другой или нечто другое? Или чем он является для вас действительно, да, в действительности? Но он для вас перспектива, это перспективный партнер, перспективный мужчина, который открывает горизонты, может быть. Вот пока что это перспективный партнер. Если речь идет о начальнике, то это человек, который может много решить для вас. Этот жрец, этот посредник между вами и ним, да, между начальником, между главным мужчиной, между главным партнером и вами. Он вам помогает или нет? Давайте так скажу. Особо не вредит, но и сильно не помогает. То есть, что он делает? Он делает ситуацию статичной, особенно если эта ситуация касается денег, прибыли. То есть любой посредник, какой бы он ни был, в этой ситуации останавливает ваш финансовый поток и заставляет, может быть, вот этого мужчину, кто бы он ни был, или вас, не менять мнение о ситуации. То есть этот человек тормозит
ситуацию, но не ускоряет ее. Но тут уже смотрите по своей индивидуальной ситуации, да, выгодно ли вам ускорение или нет, потому что ускорение не всегда выгодно, иногда нужно и притормозить. В каком направлении развиваются ваши отношения прямо сейчас? В непредсказуемом, не в самом чистом, не самом светлом, и не самом выгодном, и энергетически чистом, да, то есть, Луна – это и о магии, и о чем-то негативном. Давайте в негативном ключе пока что. Хорошо. Чего вам, лично вам не хватает? Велит это налегке, и как будто бы ничего лишнего нет. А чего именно вам не хватает? Вам не хватает трезвости ума, вот без обид. 7 кубков – это иллюзия, да. И вам не хватает трезвого взгляда или четкого взгляда на жизнь, на реальность, на ситуацию. То есть где-то вы в розовых очках, и это экзальтация, то есть вам не хватает реальности, вот так. Как это ложится на вашу ситуацию? Можете написать в комментарии. Ложится ли вам отсутствие трезвости ситуации и трезвости ума в этой ситуации? Да? Тут он, вы знаете, как вот этот вот мужчина, да, Наполеон, давайте так его назовем, обещает что-то женщине, так обещает. Повторяет одно и то же, да, наверное, а делает ли он это? То есть, по сути, если это начальник, и он вам что-то обещает, то он вас, скорее всего, обманывает. Да? Хорошо, на что можно надеяться? На что можно надеяться в этих отношениях? На стабильность. Но плохая эта карта или хорошая? Хорошая, но трудная. То есть будет стабильно, трудно, но, скорее всего, вы по этой карте справитесь. Хорошо. Давайте посмотрим. Как загаданный мужчина, партнер или начальник видит перспективу с вами? Или какой он видит с вами перспективу? Он видит совместное движение вперед, поэтому особенно с женщиной, поэтому уже неплохая комбинация рождается. Что он вам может дать? Нет. Чего он вам дать не может? Чего он вам дать не может? Спрашиваем не может, почему? Потому что 4 пентаклей – это он не хочет отдавать всегда. Это я держу и не отдаю. Он не даст вам свободы. Свободы он вам не даст. Гладиатор бьется за свою свободу. Свободы он вам не даст. Хорошо, тогда, а что же он вам даст? К чему вы идете, если вы этого не видите? Да? А что он вам готов дать? Готов дать вам возможность подчиняться и готов вам дать где-то свои чувства, эмоции и обмен чувств и эмоциями. Я вам так скажу, пока что вы рискуете угодить в некую такую серьезную эмоциональную историю, как с начальником, так и с каким-то другим мужчиной, да, который, получая над вами власть и давая вам обещания, все меньше и меньше будет связывать вас с реальностью. То есть вы от реальности будете уходить в этих отношениях. Хорошо. В чем именно загаданный человек кружит вам голову, или, мягко скажем, обманывает, да, или манипулирует, или пудрит мозги? Смотрите, он вам может пудрить мозги, что вы в центре внимания, что вы на первом месте, что вы на первом счету и что вы в первой очереди. То есть вы далеко не первый персонаж и не единственный в этой истории. Хорошо, а на что вы можете реально рассчитывать? Это реальный расчет, да, Солнце и Дева.
но вы можете рассчитывать на внимание и на какие-то, может быть, подарки, но и на зависимость от материальной роскоши. Поэтому для лиц, которые ищут прагматичные, выгодные отношения, в этой ситуации, возможно, вы не проиграете, но получите взамен тотальный контроль, несвободу и эмоциональные какие-то качели с учетом того, что далеко не единственным партнером вы можете быть. Хорошо. Давайте спросим, а будет ли встреча или готов ли он идти на сближение, загаданный вами человек. Начальник или просто партнер, партнерша. Нет, статичный пока, но он и от вас особо не ожидает этого, особенно если вы женщина. Карта такая. На данный момент нет, но это сближение, возможно, будет обусловлено тем, что будет приурочено к какому-то финансовому результату или к финансовому периоду или этапу, например, к отчетному этапу на работе, если это начальник, или если это отношение на мужчину вы смотрите, да, то может быть у него сейчас какие-то финансовые трудности, там, долги или там, нюансы, да, то есть урегулирование его финансовых моментов даст возможность вам встретиться, да, или сближаться. Хорошо. Чего он добивается от вас? Давайте, гладиатор, он прямо бьется, борется, да, жрец, он больше о какой-то тайне, да, какую тайну он хочет от вас получить или чего добивается. То, что я сказал, вы будете, зависимости, то есть он хочет иметь над вами контроль и, давайте так скажем, контроль и свои условия. Контроль, свои условия, и чтобы, все-таки вы зависели. По-другому виселица, она никак по-другому и не проиграется. Какие чувства он испытывает к вам, но скрывает их за луной или за парусами. Ему с вами классно, ему с вами комфортно, особенно выпивать, особенно в компании, и он чувствует свое эго удовлетворенным, когда вы вместе, особенно в компании. То есть, какое-то чувство глубокого комфорта или высокого эстетического наслаждения, когда вы рядом. Хорошо. Давайте посмотрим. Это театр, и это иллюзия, и вам реально не хватает. Представьте себе, что ваши отношения – это иллюзорный или выдуманный театр. А какую роль вы играете в этом представлении? Я не говорю, что это драма или комедия, да? Какую роль вы играете? Вы играете активную роль. Я сказал, что вы далеко не единственный и не первый, но вы в лидирующих позициях. Это может быть где-то драматическая роль и роль человека, который борется и добивается, действует и решает, двигается и договаривается. То есть вы такой активный переговорщик, посредник в том числе, да, потому что кто-то еще есть здесь. И человек, который готов добиваться, действовать, отстаивать свою позицию. То есть это очень активная коммуникативная позиция, да? Позиция коммуникации. Может ли здесь где-то драматизм быть? Да, все-таки мечи есть. На какую помощь готов пойти загаданный начальник мужчина? Или мужчина, или начальник? Помощь, эмоциональная поддержка здесь может быть. То есть этот человек как минимум может стать на вашу сторону, либо вы можете его расположить к себе, да, то есть своими какими-то качествами. Может быть, вот этими. Может быть, вот этими.
А может быть даже и зависимостью своей, потому что иногда человек своей зависимостью располагает к себе другого человека, делает его созависимым. Интересно. Хорошо. Чего ему в вас не хватает? Вот эта комбинация этих карт. Тепла. Тепла и, может быть, вы где-то заметно нервничаете, и, он замечает, что вы нервничаете, да, но, тем не менее, термы – это бани, да, это термальные ванны, то есть это тепло прежде всего и спокойствие эмоциональное. Чем вы его зацепили? Чем вы его зацепили? Вы зацепили его душу звуком, может быть, песней, мелодией, может быть, своей какой-то женственностью, если вы женщина, а если вы мужчина, вы романтик, романтичностью. И женщина тоже могла зацепить романтичностью. Что ему больше всего нравится? Вот прямо больше всего, прям очень устраивает его в вас. Ваша женственность, особенно если вы женщина. Если вы мужчина, женщине больше всего нравится ваша власть, ваша доминация, ваша маскулинность. Обратная сторона. Хорошо. На что он решится в ближайшее время? На какие шаги, на какие поступки? Это карта новобрачная, и по картам я не исключу, что человек пойдет к вам на сближение, это сближение может увенчаться брачным союзом. Искренние ли у него к вам чувства и любит ли он вас на самом деле? Этот аркан символизирует 13-й аркан, но помните, что в 13-м аркане всегда присутствует страсть. У него чувство к вам искреннее, поскольку страсть, она всегда искренняя и всегда очень тяжело скрыта и трудно скрывается. Поэтому, скорее всего, это любовь, но живущая на замесе страсти. Да? Давайте посмотрим, что согревает его душу, когда вы не вместе. Когда вы не вместе, его душу согревает поездка и мысли о том, как вы встретитесь в поездке. Какая песня или какие звуки, или какая музыка о вас нравится ему больше всего, или какие ваши слова. Вы когда-то сказали ему, что все поменяется к лучшему, и что вы будете ждать его. Да, то есть вот эти вот слова до сих пор живут в нем. Хорошо. Спросим, есть ли соперница здесь, и если она есть, мешает ли она или нет? Перекресток – это дама бубновая, в принципе. Возможно, но это... как минимум, влияние этого человека, этой бубновой дамы, восьмерка жезлов, да, оно как бы отвлекает этого человека. То есть есть женщина, которая отвлекает этого мужчину, этого Юпитера. Реален ли брак между вами, да? Пятерка мечей. Он-то реален, но если никто у вас его не украдет. Например, вот эта вот соперница, да, которая имеет, может быть, где-то ваши черты, да, похожа, может быть, на вас, но она как бы дезориентирует этого мужчину. И будете ли вы вместе? 13-й аркан проверим. Колесо фортуны покажет, конечно, вам это все судьба, то есть поживете, увидите, но по судьбе ли вам эти отношения? Да. Вот вопрос, будете ли вы, как Велет, бороться за эти отношения, хватит ли у вас сил, да, терпения и трезвости того ума, к которому нужно стремиться, имея эти карти по этой вертикалі. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку, побачимось, почуємось, до зустрічі, па-па.